Часы для спорта Blackview W80 Pro. Слушайте, ну какой там спорт, если они не поддержат мой любимый профессиональный спорт, которым я занимаюсь? Вот серьезно. Это какой? Ребят, это хобби-хорсинг. Да-да-да. Ой, прошу прощения. Короче, ребят, в общем-то, сегодня у нас на обзорчике вот такие вот Blackview-шечки W80 Pro. И это интересные часы тем, что за те копейки, которые они стоят, вот у Blackview, они есть защищенными IP68 и у них есть GPS. Blackview сделали GPS в своих часах. Это очень удивительно, потому что обычно GPS-трекеры с отслеживанием активности, с Bluetooth-звоночками, да, там, с какими-то там опциями пульсоксиметрии и тому подобного стоят, ну, далеко не 20 с мелочью долларов, а именно столько они стоят. Мы сейчас это с вами проверим. Достаточно качественные, интересные. Мы, вот, знаете, часы я люблю, даже фонарики, короче, знаете, здесь есть даже фонарик. Сейчас я вас засвечу, так вот, и вы такие, и начнете, тут фонарик надо включить. Он включился, да? Только я включил, по-моему, моргалку СОС, да? Да. Молодец, короче, отключил. В общем-то, ребят, сейчас идем с вами, распакуем, посмотрим, сколько стоит и оценим функционал. А потом вернемся с вами уже и сделаем выводы. Так. V80 Pro. Давайте смотреть, чего у нас там есть внутри. Оп. Смарт-часы. А тут, кстати, самое интересное, ничего больше не указано. И мы открываем зеленые. Очень напоминают предыдущую модель. Кстати, есть сразу кидается в глаза, есть тканевый ремешок. Это очень удобно при занятиях спортом. Теперь сами по себе часы. Открываем, и есть у нас, смотрите, кабель зарядки магнитка. В принципе, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем заряжать, потом настраивать и будем тестировать. Магнитный кабель зарядки и сами по себе часики. Но, видите, у нас GPS-баттон есть, кнопка GPS. У нас, видите, слева прям значок GPS, кнопки. С этой стороны, с этой есть кнопка фонарика, хорошо, и снизу мы видим датчики. Есть магнитка под зарядку, смотрите, пожалуйста, вот она есть. Есть у нас датчики активности. Слушайте, у него есть сертификат RoHS. Да ладно. У него есть сертификат RoHS. Прикол. Сделано в Китае. Сам по себе у нас ремешок силикон. Сейчас оденем, посмотрим. Ремешок достаточно большой, подойдет на большую руку. Мне нужно оценить удобство этих часов перед тем, как оценивать функционал. Ух ты, как сели. Они легкие. Они очень легкие, классно сидят. Сейчас мы снимем экранчик. С экранчика пленочку. Смотрите, очень хорошо сидят. Попробуем включить. Так, они провибрировали. Я прям почувствовал вибрацию. И сразу можно выбрать язык. Есть у нас русский, английский, немецкий, китайский. Давайте выбираем. И здесь уже мы сосканируем QR-кодик и будем настраивать через приложение. Больше мне нечего в них показать. Я сейчас перехожу их настрою. А потом мы... Хотя давайте посмотрим, сколько они стоят и где продаются. Сколько же он стоит? 29,69 это W80 Pro, есть в 3 цветах, но серенькой сейчас не вижу в наличии. Но это цена не окончательная, ссылка в описании под видео, еще и, пожалуйста, промокодик на AliExpress вам даем, как обычно, и ссылочку на актуальные промокоды на aliexpress.com, если кто-то на .com закупается. Дальше, у нас здесь Realtek 8773, неплохо, энергоэффективный, кстати, чип, прикольный. 1.91 TFT экран. Экран 1,91 дюйма, имею в виду, 280 на 320 и Bluetooth 5.3, энергоэффективный, 900 мА батарейка и держит в стендбае 60 дней, а в нормальном использовании 15. Вот это вот очень немаловажный аспект. И немаловажный аспект это то, что GPS есть, то есть они пошли в GPS-сферу, а это очень интересно. Смотрите, для них это, кстати, первый, и плюс еще и компас есть. Смотрите, дальше пошли. Рождены для расширения и построения. Короче, ребята, ну столько из городских улиц в дико. Короче, такой, знаете, у них такие призывы. Так, ну по GPS это прям прикольно, видите. Потому, во-первых, я вам скажу, они отошли
Ну, я вам еще покажу, я вот сейчас в них сижу. Они отошли от привычного для них приложения DaFit и перешли на приложение, я прямо сейчас тоже вам скажу сразу, на Glory Fit. Вот, да, именно для этих часов, потому что там именно поддержка GPS есть. Апгрейдженный компас подходит для вела, там, допустим, для какой-то, ой, слушайте, Dual Engine навигационная система, компас плюс GPS. Интересно, интересно. Цинк и сталь, да ладно, слушайте, они прям тут заявляются много чего. Много всего пишут. Фонарик, ну фонарик это такое дело, вы сейчас видите вставочку. Так, попробуем, что еще у нас тут такое есть. Ага, он устойчив к растяжкам силовым, то есть на силовых тренировках до 7 килограмм на растяжение может. Так вообще очень круто. То есть на самом деле подходит, видите, для силовых, для подводных, потому что у него IP68 до 10 метров глубины можно погружаться. И это прям классно. Или, знаете как, они пишут до 2 метров на 30 минут, но выдержат до 10. То есть, если там занырнули куда-то, и мы видим здесь, видите, там и спортсмены, и пловцы, и все остальное. Так, у нас однокликовый водный дренаж. Да ладно, слушайте, он удаляет воду, наверное, знаете, чем ультразвуком, как обычно это делают. И выдерживает от минус 20 до плюс 60. Ну, до плюс 60 сейчас в Запорожье это актуально будет лето. У нас обычно там 50-55 на солнце, и было даже у нас тут зарегистрировали, не смогли на солнце померить, 70 показывало. Но это на солнце, в тени было само собой меньше. В принципе, они написали все, что хотели, все очень классно, можно звонить, как они пишут, можно заниматься, можно плавать, можно в машинах ездить и даже музыку слушать. Экранчик, видите, у нас 1000 нит, ну, слушайте, это как? До 1000 это пиковая яркость, а еще вроде как быстрая зарядка. Ну не знаю, насчет быстрой зарядки я сильно сомневаюсь. Отслеживание здоровья, оксигенации, допустим, того же самого пульса, короче, по сути, встроенный пульсоксиметр. Отслеживает режимы сна, это немаловажный аспект, очень часто у меня спрашивают. И, конечно же, у нас, режим релакса, да ладно. А вот этот вот педометр измеряет педометрию. Я, конечно, шучу, но это шагомер прикольный. И плюс есть спортивные режимы. Слушайте, столько всего интересного. Давайте, кстати, вот эти вот прикольные персонализированные скины. Хочется уже посмотреть, как это все в реальности выглядит. Потому что писать Blackview, кто, а Blackview писать умеет. В общем, ссылки закину в описании под видео. Сейчас с вами переходим уже и просто посмотрим их функционал. Итак, функционал. Слушайте, ну действительно был удивлен. Походил, поездил, даже чего-то делал, там попробовали велосипедную тренировку. Что могу сказать? Очень быстрый. Ну, давайте я вам приближу. Вот сам по себе экранчик, чтобы мы могли с вами видеть именно его реакцию. Очень быстрый. Яркий, это все, что могу сказать. Есть вот такая вот клавиатурка, кнопка Back отрабатывает. И давайте посмотрим сначала с вами по настройкам. У нас есть шторка, где у нас есть, видите, вызовы, SOS. Это просто-напросто прийти в приложение, чтобы настроить SOS-контакты. Вы можете настроить SOS-контакты. У нас есть ночной режим и есть вот такая вот штука. Это штука, которая позволяет нам менять восприятие, вот, допустим, как оно листается, видите, то есть вот такой вот эффект. Если мы выберем сейчас другой эффект, смотрите, сбой измерения, нет, там нам не про то, нам нужно включить обратно нашу шторку. Можно включить вообще вот такое, что-то сумасшедшее, видите, то есть мы просто выбираем экран какой-то, тапаем на него и открывается экран, который нам необходим. То есть вот это вот, я такого не видел ни в одних часах. То есть там, например, нам нужна погодка, нажали на погоду, раз погода. При том, что сразу мы видим, что работает еще и погода. Видите, у нас тут влажность показывает, погода, под GPS вычисляет, все отлично. Вот это, конечно, прикол прикольный. Слушайте, ну давайте отключим такой режим режим показа, потому что он есть и вот такой вот, там просто перелистывать, да, и можно, в принципе, включить вот такой вот режим, смотрите, то есть он будет уменьшать предыдущий, но это так чисто визуальщина. Можно вот такую вот карусель, смотрите, это вообще прикольно, смотрите, тоже. Вот так вот карусель крутится, вы просто выбираете экран, который нужен. Кстати, вот один из экранов классных, который считает шаги.
видите, шаги в неделю, считает также килокалории и плюс километры, которые вы там, грубо говоря, прошли. Я там 6 километров дубанул. При том, что у нас есть пульсометр. Давайте, пульсометр очень точный на самом деле. Я сравнивал с пульсоксиметром. Вот сейчас он замеряет пульс мой в режиме реального времени. Он абсолютно реальный, потому что у меня пульс там меньше 70 держится. Есть такая у меня особенность. Смотрите, то есть там 60 с чем-то. Это мой привычный стандартный пульс. Несмотря на то, что я большой, такой вот пульс. Нормально. По пульсометрии все отлично. Теперь дальше. Ой, слушайте, мне вот эта штука не нравится. Просто жесть, надо сменить на нормальное отображение. Давайте. Вот это мне очень нравится. Теперь, из того, что у нас есть, кроме пульсометра, есть оксиметрия, то есть у нас оксигенацию меряет. Это уровень кислорода в крови. Очень полезно для спортсменов, для ковидников, тех, кто ковидом переболел. 96, 97 тоже. Его тестировали в паре с обыкновенным медицинским пульсоксиметром. Абсолютно точные показания дает. То есть отличная пульсоксиметрия. Дальше из того, что у нас тут есть, еще смотрите, можно яркость экрана регулировать. Вот можно задать максимальную яркость, это будет действительно очень ярко. То есть смотрите, можно у нас... слушайте, давайте снимем, чтобы все-таки было прямое видение, да. Можем в настройках с вами регулировать тут циферблаты, выбирать темы разные. Смотрите, сколько здесь разных циферблатов. Еще в приложении сейчас посмотрим. Вот это мне нравится, кстати. Неплохо очень. Также в настройках есть яркость. Кстати, насчет тем. Посмотрим. Сетка, список, ячейки. Давайте, что такое ячейки? Прикол. Сейчас посмотрим, что за ячейки. А что за ячейки? Что они? Вот оно что. Смотрите, все приложения. Вау. Это прикол. Слушайте, это, классный прикол. Мне очень нравится именно такая настройка. Это чистая визуальщина, не более, не менее. Но сейчас мы давайте списком возьмем, посмотрим, что у нас потом там есть. Теперь, из того, что у нас есть эффекты перехода, опять же, та же самая яркость, где мы можем задать продолжительность подсветки экрана, звук и вибрация. Давайте, видите, звук колокола, тут можно там громкость задать, там без звука включить. Это такое себе дело. Пароль, активация поднятием руки, то есть когда вы поднимаете руку, это все есть. Давайте чуть дальше сделаю. Теперь не беспокоить, язык переключить, загрузить приложение. К нему мы сейчас еще вернемся, конечно же. Настройка клавиш, это для тренировок вы можете выбрать. И у нас есть еще раздел уведомления. Давайте включим уведомления на экране. Лисичка, там напиши нам что-нибудь, там где-нибудь смс-ку какую-нибудь простую. Теперь в системной мы можем перезагрузить, выключить, либо сбросить. Здесь у нас использование, это у нас учебник, скажем так, мануал, и в сведениях, сами сведения о часиках. Это W80 Pro. Теперь в шторке у нас есть вторая вкладка, где у нас есть вот такая вот штучка, это подключить часы. Сейчас мы их подключим, конечно же. Так, все у нас подключилось, пожалуйста, у нас Connect есть. Тут уже, в принципе, такое себе дело. Вот, давайте вернемся к шторке и посмотрим, что он может. Так, что это у нас? Функция найти телефон, функция фонарика. Давайте включим фонарик. Вот он включается. Вот таким вот образом, достаточно яркий, можно включить мерцание фонарика. Все, в принципе, стандартно. Есть функция переключения вида меню и функция по дренажу. Он, кстати, жужжит. Да, он просто удаляет из динамика воду таким образом. Если пойти влево, то у нас есть основные функции. Смотрите, по телефон обыкновенный. Мы сейчас можем позвонить кому-то. Давайте список вызовов. Сейчас наберем. Он сохраняет только лишь 3 последних, которые были совершены при последнем звонке. Сейчас я маме позвоню и спрошу, как она меня слышит. Конечно же, через них сразу же. Если с них набираешь, тогда включается. Так, слушаем. Громкость включим. Мам, привет. Мам, привет, говорю. Ты меня слышишь нормально? Только говори нормально, честно. А вот так вот поближе? Ближе чуть-чуть. Но плохо в целом, да? Да. Хорошо, спасибо. Все. Давай. Пока, мам. Пока.
Что и требовалось доказать, я не верил в качество связи на таких часах, и в принципе оно просто есть номинальное, такое качество связи. Просто вы можете звонить, ура, мы это знаем. Есть клавиатура, конечно же. Теперь выходим. Повседневная активность — это наша вкладка, которую мы видели. Пульс мы уже видели, и теперь доходим тренировка. Тренировку мы можем выбирать, нам бег на улице, велотренировка. Здесь огромное количество различных активностей. Просто нажимаем Go. Ну, здесь сейчас GPS нет, но мы можем даже без GPS стартовать тренировку, допустим, в наших условиях. Вот вы сейчас видите. Вот вы видите, да, вот я как раз пробежал, грубо говоря, некоторое время активничал, и там есть даже по GPS у нас есть сколько километров я прошел. Дальше есть спортивный. А что это за спортивный режим? Вот, смотрите, спортивный рекорд. Вот моя велотренировка. И здесь даже есть движение, траектория движения. Вот, пожалуйста, это все по GPS есть. Расстояние, калории, пульс и продолжительность. Дальше, на пульс не обращайте внимания, я пешком шел, считайте. Теперь режимы сна, он отслеживает, я еще не спал в них, настроение. Как оно настроение меряет? Я не верю в эту фигню, честно вам скажу. Датчик стресса и кровяное давление. Как они собираются кровяное? Наденьте часы плотно и не двигайте запястья. А ну-ка, удивите меня по кровяному давлению. 135/75. И как же мы померили без физического воздействия, откровенно говоря, не знаю. Есть как есть, но что-то меряет. Мне трудно сравнить, это обычное мое давление на самом-то деле, очень интересно, но я не верю в такие варианты давления. Теперь посмотрите, по музыке. У нас есть управление музыкой. Давайте. Включился плеер. Давайте остановим, включим, еще раз. Регулирует. Давайте вернемся к музыке. Следующий трек. Да, все работает. То есть, смотрите, мы нажали, проигрывает, останавливаем, следующий. Все срабатывает. Хорошо, музыкой управлять можно. Конечно же, есть погода. Мы уже с вами смотрели будильничек, можем устанавливать будильнички и дыхательные упражнения. Зачем они мне нужны? Даже есть у нас голосовой помощник. А ну, что ты там нас слышишь? Нажмите и говорите. Какая погода? Вы знаете, что он делает? Он Gemini мой активирует. Вот и все. Вот, смотрите, прикольчик, да? Прикол. Хорошо. Набор инструментов. Также у нас, слушайте, богатый набор. Есть секундомер. Да не, остановись. Есть таймер, есть найти телефон, фонарик, удаленная камера. Удаленная камера, чтобы вы понимали, это всего лишь самая бесполезная опция, потому что всего лишь будет работать в приложении, в котором, в принципе, к которому оно подключено. Мне это не нравится. Есть калькулятор, хотя кому он здесь нужен, и календарик. Слушайте, в принципе своем, кстати, еще компас есть. Давайте поперемещаем. Так, компас заработал. В принципе, компас в мобильных устройствах по типу часов — это для нас не новость, поэтому ничего нового я не увидел, но то, что он здесь есть, это классно. Чат GPT, твою ж налево, давайте уже тут не будем совсем уже опускаться до чата GPT в часах, но то, что он есть, я это должен законстатировать. И переводчик. Переводчик с китайского, немецкого, с русского на английский, давай. Привет, меня зовут Володя. Что там на переводе? Понятно, без интернета нормально, без нормальной связи. То есть ты пока начнешь с собой разговаривать, ты просто охренеешь от ожидания работы переводчика. То есть сейчас он подключен к телефону, который подключен к Wi-Fi. Каким образом тут это должно быть? Hello, my name is Владимир. Это как должно звучать? Переводчик, опять же, это один из тех функционалов, которые здесь нафиг не нужны. И, в принципе, все. Больше нечего показывать из того, что стресс. Оно все-таки меряет стресс, сон. Давайте посмотрим теперь приложение. Работает это все через приложение, которое называется, GloryFit, чтобы вы понимали. Все очень интересно, все очень нормально работает. Есть домашняя страничка с моими, скажем так, рекордами, расстояниями, калориями, записью сна и всего остального. Дальше у нас есть спортивный режим. Но что самое интересное, я не могу найти свою историю. Да? Вот, все, есть она, есть.
А что у меня там 51 километр, 93 километра. Только почему-то я где-то нахожусь от Украины до Ганны пробежал, не знаю, что-то сбоит. Потому что, наверное, а знаешь почему? Потому что мы стартовали сразу без GPS, а потом он определил GPS, и пока без GPS был до Ганны. То есть придется ждать изначально, чтобы GPS поднялся, чтобы видеть детальную карту. Дальше у нас есть, видите, различные настройки, красивые циферблаты, мониторинги пульса, эмоциональный стресс и все то же самое, только вот здесь конкретно, оно конкретно отображается здесь. И еще можно менструальный цикл поменять, поставить. Не знаю, какой себе поставить, у меня задержка уже 46 лет. Системные единицы, у нас есть даже, можно установить цель. Различные цели в виде расстояний, калорий и шагов. Ну и, в принципе, больше мне здесь вам нечего показать. Функционал достаточно интересный, часики интересные, особенно за эту цену. Можно в них бегать, можно прыгать, можно заниматься спортом, конечно же, тоже можно. В целом, давайте пройдем и сделаем выводы. В качестве выводов скажу, батарея топ 900 мА. Топовая батарея для спорта действительно подходят. Они не только для спорта подходят, они подходят и для путешествий, и для каких-то активных занятий, для работы, действительно подходят для работы. Очень яркие, и вот они даже ROX-сертификацию есть, а я показывал, да, уже в обзоре. То есть яркие, нормальные. У меня был опыт с W70 Pro, достаточно долго с ними проходил. Это W80, продолжение, как навидочка, рекомендую. Ну, очень дешево, сердито. Но, знаете, как можно придираться к качеству, но задешево сердито, это действительно хороший вариант. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.